morning. Доброе утро. I got to experience Moscow traffic this morning. Сегодня утром мне пришлось ощутить на себе всю прелесть московских пробок. So I am sorry we are starting a few minutes late. Поэтому я прошу прощения, что мы задержались на 15 минут. But now I understand how hard it is to get around Moscow. Сейчас я уже понимаю, как непросто перемещаться по Москве. I hope you all had a good night's sleep. Я надеюсь, что вы все как следует выспались сегодня. And perhaps received messages. И, вероятно, получили какие-то послания. Or visions. Или к вам пришли видения. We are going to do 4 main things today. Сегодня у нас будет 4 главных момента. First, I'm going to teach a couple techniques with shapes. Сначала я научу вас нескольким методикам, связанным с формами. Last night, many of you had visions. Вчера вечером у многих были видения, With symbols or shapes. в которых вы видели символы или различные формы. I'm going to talk about what those might mean. Я собираюсь рассказать, что они могли означать. And demonstrate how to work with them. Также продемонстрировать, как с ними работать. And have you do a brief practice. И также позволю вам попрактиковаться. We are then going to begin walking into other worlds. Затем мы собираемся попутешествовать в другие миры. First, the world of nature. Прежде всего, мир природы. The different natural and supernatural beings. Встретиться там с различными естественными и сверхъестественными существами природы. Second, we will work with what I call the world of human spirits. Затем мы побываем там, где я называю мир человеческих духов, Including parts of ourselves. где находятся части нас самих, What we call ghosts. те, кого мы называем привидениями. And what happens after death. А также поговорим о том, что происходит после смерти. And then finally, И, наконец, we are going to work with the world of angels and of God. мы поработаем с миром ангелов. At which point I will have you contact the И angels. с миром Бога. В этот момент я предложу вам вступить в контакт со своими ангелами, As well as God directly. а также непосредственно с Богом. I know it is very uncomfortable in here. Я понимаю, что здесь не очень удобно. We will take a couple short breaks. Поэтому мы будем делать несколько коротких перерывов, In addition to lunch. кроме обеденного перерыва. But please feel free to step out and use the bathroom. Но в любом случае, каждый раз, если вам нужно, можете выходить и пользоваться Or to take care of yourself however you need to. Тем, что нужно, и заботиться о себе так, как вам нужно. First, any questions from last night? Прежде всего, есть ли вопросы со вчерашнего вечера? Okay, we are going to begin with the world of shapes. Мы начинаем с мира форм. Most shaman communities В большинстве шаманских сообществ work with very simple techniques, они работают с очень простыми методами. and yet they are very effective. При этом эти методы очень эффективны. They include working with the circle, Они включают работу с кругом, the square, с квадратом, the rectangle, с прямоугольником, the pyramid, с пирамидой and the spiral. и со спиралью. They use these symbols to diagnose problems, Они используют эти символы, чтобы ставить диагноз проблемы, but also to fix them. а также чтобы решать их, исправлять. And we will be doing this together today. Сегодня мы будем делать это вместе. Circles represent wholeness Круг символизирует целостность, and unity. единство. We often see circles between people. Часто люди формируют круг при общении. When people are in a happy and healthy relationship, Когда у людей здоровые, счастливые взаимоотношения, there are circles between them. между ними возникают круги. Our body is surrounded by a circle. Наше тело также окружено кругами. It is called the energy egg. Этот основной круг называется энергетическое яйцо. This circle has 3 layers to it. Этот круг состоит из 3 слоев. The innermost layer, which is toward us, Самый ближний к нам круг connects us with everything that is physical.
слой соединяет нас со всем, что является физическим. It holds the negative programs of humanity, Он содержит в себе негативные программы человечества, which often keep us trapped in our problems. которые часто заключают нас в наши проблемы, как в ловушке. The middle layer Средний слой opens to the imagination открыт к воображению, and the land of all possibilities. а также к миру, где находятся все возможности. If we can get to that layer, Когда мы соединяемся с этим слоем, we can create new choices for ourselves. там мы можем создавать для себя новые возможности, новые выборы. The outermost layer Самый внешний слой opens to the spiritual realms. открывается к духовным царствам. If we can have an open channel И если у нас будет открытый канал between us and these spiritual realms, между нами и духовными царствами, we can, with God's help, мы можем с помощью Бога bring energies in привносить энергии, that can heal us instantly которые могут мгновенно нас исцелять, or more easily, или гораздо легче, чем другие. even if these energies have never been on this planet. Даже если эти энергии еще никогда не посещали Землю до этого. So the human works in circular form. Итак, человек часто работает с формой круга. Squares represent stability, Квадрат представляет стабильность. and they hold something in place. Он удерживает что-то на месте. They often hold ideas Часто он удерживает какие-то идеи or concepts that are important to us. или концепции, которые для нас очень важны. A rectangle represents protection. Прямоугольник символизирует защиту. Notice the body is rectangular in shape. Можно заметить, что тело имеет прямоугольную форму. That is a solid protective form, Это твердая форма, обеспечивающая защиту. designed to keep negative energies out. И она создана такой, чтобы отражать и защищать нас от негативных энергий. Triangles represent immortality Треугольник символизирует бессмертие, and preservation. а также самосохранение. You often see an eye on the top of a triangle. Часто на вершине треугольника можно увидеть глаз. Our eyes are on the top of our И bodies вы видите, что наши глаза тоже находятся в верхней части нашего to тела, give us perspective. чтобы давать нам обзор. And spirals, which mirror the DNA, Спираль является символом ДНК. bring energies in Она привносит энергии or energies out. или излучает их. When they are clockwise, Когда энергия вращается по спирали, по часовой стрелке, they bring energy in. энергии входят. When they are counterclockwise, Когда спираль вращается против часовой стрелки, they bring energy out. энергии выходят. At birth, the soul comes in on a clockwise spin. При рождении душа входит в тело по спирали, по часовой стрелке. At death, it leaves in a counterclockwise spin. А в момент смерти она выходит против часовой стрелки. The chakras also spin. Чакры также вращаются. When they are going clockwise, they are in good working order. Когда они вращаются по часовой стрелке, это значит, что они в хорошем рабочем состоянии. When they are counterclockwise, Когда они вращаются против часовой стрелки, they are either releasing toxins они либо выводят из себя токсины, or they are bringing in negative energy, либо принимают на себя негативную which энергию, can make you ill. которая может привести к болезням. When I'm working with somebody, Когда я работаю с кем-то, I often see these symbols я часто вижу эти символы. when they are not in good form. И когда это у них не хорошая форма, I can tell a lot about the problem or the illness. тогда я могу много рассказать, узнать из них о болезни или о проблеме. Somebody, for instance, in a difficult relationship К примеру, человеку, у которого трудные взаимоотношения, or who is separated from a loved one, или который разлучен со своим любимым, who has a broken heart, у которого разбито сердце, will have a broken circle, у него будет разорванный круг, either inside of themselves либо внутри себя, or between themselves and somebody else. либо между ним и тем человеком. Last night I talked about squares. Вчера вечером я уже говорила о квадратах.
Frequently, when somebody is depressed, Очень часто, когда кто-то находится в депрессии or they can't get to a certain ability or gift, или не может получить доступ к какой-то способности, к какому-то дару, you will see that part of them вы увидите, что часть его stuck in a square, застряла в квадрате, somewhere in their body где-то в его теле, or in their field. либо в его поле. If somebody is unsafe Если кто-то находится вне безопасности, or constantly taking in other people's energies, либо постоянно принимает в себя энергии других людей, this rectangle will be malformed. то прямоугольник будет иметь неправильную форму, либо разрывы. And if somebody is very exhausted, А если кто-то очень устал, tired, истощен, has no energy, у него нет никакой энергии, or is actually dying, или уже находится в процессе умирания, usually this triangle обычно треугольник has holes in it. имеет в себе дырки. Literally, they are in a mortal rather than a preserved state. Такой человек уже скорее приближается к смерти, чем в состоянии самосохранения. And the counterclockwise spirals Спирали, вращающиеся против часовой стрелки, show me where there are injury sites, показывают мне, где находятся места поражения. or that person is taking in energies making them ill or Либо человек впитывает в себя энергии, которые приводят к его болезням, unhappy. или делают его несчастным. It's very easy to do healing work Видите, очень просто заниматься целительством. by looking for the symbols, Просто рассматривайте символы в человеке, seeing what's wrong with them, обнаруживая, что в них не так, and fixing them. затем исправляя их, корректируя. So you're all going to do it. Так что вы все будете это делать. I'd like to demonstrate on somebody. Я хочу сейчас провести демонстрацию на ком-то. Would it be okay if I worked on your Вы leg? не возражаете, Is если that я okay? с вами поработаю? All right. Show me where the problem is. Покажите, пожалуйста, где It's проблема? right here. Прямо And здесь. would you tell people a little bit about the Можете problem? немножко рассказать людям о проблеме? В общем, после 10 класса After the я 10th grade, упала. Просто I вот fell упала один just раз. once. И потом была в гипсе. И вот с тех пор у меня практически у меня нет никаких проблем, за исключением вот этой коленки. Вот. И, например, даже муж совершенно случайно, вот за 2 года, он мне ударил уже больше 25 раз, совершенно случайно по этой коленке. Вот сейчас он мне тоже недавно, 4 дня назад ударил. Вот, притом ударяет прямо в чашечку. Притом он абсолютно не хочет, и я этого не хочу. Постоянно это случается. Хотя сама могу лечить и все такое. И могу себе везде помочь, во всех остальных местах. И вам тоже. Но вот с коленкой справиться не могу. Your poor husband. Бедный ваш муж. He must feel horrible. Наверное, он тоже себя плохо чувствует. We talked a little bit last night, Вчера мы вечером с ней немножко обсуждали это. and I had a story come in my head. И я вспомнил одну историю. Healing work, if it's anything, Исцеление работает is very odd. в том случае, когда что-то очень странно. You see unusual pictures, Когда вы начинаете видеть какие-то необычные картинки, образы, hear bizarre or eccentric stories, и слышите какие-то эксцентричные, совершенно невероятные истории. and you often think you're making them up. И часто вам может показаться, что вы сами их изобретаете. But you need to trust them anyway. Но вам в любом случае стоит им доверять. I had a vision Ко мне пришло видение. of her in a past life Я увидел ее в ее прошлой жизни. a very long time ago. Очень давно. Are you familiar with the stories of Atlantis? Вы, наверное, слышали об Атлантиде? Sure, good, good. Конечно. There had been a big crystal, У них был огромный кристалл. and through misuse of power, И злоупотребляя, неправильно используя свою силу, that crystal had exploded. они используют этот кристалл неправильно, он взорвался. Like a crystal. I kept seeing this woman И я снова и снова видела эту женщину as someone who was trying to stop that explosion, как того, кто пытался остановить этот взрыв, had foreseen it. который предвидела его, No one believed you. но никто ей не верил.
You were trying to stop it, а вы пытались остановить это. so you were near it, Так что вы были рядом с ним. and it went into her. Parts of it went И into her. части его проникли в вас, попали в вас. So even as I'm talking, И даже когда я говорю об этом, I use my kinesthetic sense. я использую свое кинестетическое чувство. I feel very sad, Я чувствую глубокую печаль, very hopeless, глубокую безнадежность. and I get a picture Я вижу картину, образ of one of the glass shards одного из таких стеклянных осколков, cutting her across the knee. которая как бы разрезает ее ногу в области колена. I think, however, Однако я думаю, the issue is in the heart, проблема находится в сердце, because I see a broken circle there, потому что я вижу там разорванный круг. almost like a belief that she didn't do enough. Это похоже на убеждение в том, что она не сделала достаточно того, что должна была сделать. So broken trust with herself, Таким образом нарушилась ее вера в себя, mistrust of other people, доверие к себе, доверие к другим. and mistrust that God will help. И также нарушилось доверие, что в помощь Бога. Just looking for symbols Просто рассматривая символы in the knee. в колене. Even last night when I was leaving here, Даже вчера вечером, когда я уезжала, I saw a counterclockwise spiral, я увидела там спираль, вращающуюся против часовой стрелки, black, черную, bringing all the negative energy she's around которая втягивает в себя негативную into энергию her. извне. So your husband couldn't help it. Так что ваш муж здесь совершенно не виноват. I have tremendous love and with God, And openness. and I'm open, and everything Я is очень открыта, у but меня this огромная is любовь к Богу. really Но вот это вот, happening with It's me. a very происходит со мной. old issue. это очень уже старая проблема. And I tell people, Я говорю людям, if they can't find the problem in their current lives если они не могут найти проблему в своей текущей жизни or in their childhood, или в своем детстве, it's in the soul, то видно она в душе. and they have to go back. Им надо вернуться в прошлое жизнь. Usually I work with today, this lifetime. Обычно я работаю с сегодняшней жизнью. But when you can't cure something, you have to go back. Но если вам не удается что-то исцелить, то надо возвращаться обратно. Okay. В Now, прошлое. just to keep this lesson going, Просто чтобы продолжить наш семинар, I'm going to put my hands on her front and back side heart chakra я собираюсь поместить руки на ее чакру спереди и сзади. and just ask God or the divine И просто попросить Бога или Божественное, and her own spirit ее собственный дух, to close the circles, закрыть, выровнять to heal them. круги, чтобы исцелить их. I'm seeing a gold energy, Я вижу золотую энергию, which is a God energy. и это энергия Бога. Would you mind holding that for me? Now, all of you are helping. При этом все вы помогаете. That's why I like to do healing work in a group, Поэтому мне нравится заниматься целительством в группе, because everybody's love and hearts combine. потому что все объединяются друг с другом сердцами и своей любовью. Как вы чувствуете? Расскажите, пожалуйста. Чувствую хорошо и чувствую. Я увидела, что я такая маленькая, вот, и я увидела огромный, правда, кристалл, он вот как огромная пирамида. I feel myself very good. I actually saw myself being very little, and this huge crystal as a huge pyramid. So you maybe were really young back then. Вероятно, вы тогда были очень маленькой еще. Okay. I'm going to go down to the knee now because she's in the state that she was back then. Сейчас, когда она уже вернулась в то состояние, в прошлое, я перейду к работе с коленом. And I am pulling out the counterclockwise spiral. Я собираюсь вытянуть оттуда эту спираль, вращающуюся против часовой стрелки.
and asking the divine to pull out. I keep seeing these little black pieces of glass or crystal. И я до сих пор вижу там эти черные кусочки кристалла, стекла. Я прошу Божественного также убрать их. They are very cold. Они очень холодные. And cold often means that we are lacking in energy. Холодное обычно означает недостаток энергии где-то. But this kind of cold can also represent an evil. Но такой холод, он также может представлять некое зло. If I was to feel a lot of heat trapped in here, Если бы я чувствовала там много тепла, it would be that she had some of her own energy stuck. это означало бы, что у нее там какие-то собственные энергии, Then we would try to move that around the body. застрявшие там, и тогда мы бы старались продвинуть их дальше по всему телу. Before we can open up her energy, Перед тем, как мы откроем ее энергию, we need to take out the negative energies. нам нужно убрать негативные энергии оттуда. Okay, I am now asking the divine Сейчас я прошу Божественное to open up a clockwise spiral раскрыть спираль, вращающуюся по часовой to стрелке, bring healing energies in here. чтобы призвать туда целительные энергии. Because this injury has been here for a long time, Так как эта рана у нее присутствует уже очень длительное время, it will probably take a while to open. скорее всего, займет какое-то время, пока этот канал откроется. But now it can begin to physically heal. Но сейчас уже она может начаться физически исцеляться. I do the same process Я делаю тот же самый процесс with people who have had surgery. с людьми, которые прошли через хирургическую операцию. The body is in shock, Их тело до сих пор остается в шоке. and it has often absorbed a lot of negative injuries or energies. После операции. При этом часто поглощают в себя множество негативных энергий. And if you take those out Если их убрать and then open up with a spiral, и затем открыть правильную the спираль, body usually heals in a quarter of the time обычно тело исцеляется где-то за четверть времени. than usual. В 4 раза быстрее, чем обычно. Okay, could you ask her what she's experiencing? Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Ну, я как бы вот вижу эту коленку, что ли, там какие-то 3 части, как-то так, и какие-то такие, она как бы коричневая такая, и какой-то ореол такой, и даже какие-то такие, может быть, волоски, что-то такое, вот это у меня почему-то. I see this knee as if consisting of 3 parts, and it's surrounded by some fountains and some hairs, and it's brown. Oh, good. Brown color. The fountain. Okay. The fountain is a water energy. Fountain? The fountain? Did she say fountain? Фонтан – это значит энергия воды. And the brown color represents earth. А коричневый цвет символизирует землю. So the fluid is cleansing the body physically, Жидкость способна физически очищать тело, as well as energetically. так же, как и энергетически. And the earth is rebuilding the actual tissue in the body. А энергия Земли восстанавливает реальные ткани тела. And she's giving us our next lesson plan. И она даже как бы рассказала нам о следующем этапе, Because we will be working with the elements and the spirits of them. о плане нашего следующего урока, потому что мы собираемся поговорить о духах. Now I'm going to end with attaching Сейчас я собираюсь закончить тем, что a spiral with just a little bit of red and gold. Направить в эту спираль совсем немного красной и золотой энергии. Those two colors will slowly bring the knee back to life. Эти 2 цвета постепенно вернут колено к жизни. If we just put in the red Если мы просто поместим туда красный цвет or the fire, или огонь, we would inflame the knee. то слишком сильно, тогда мы бы как бы привели к воспалению. The gold will soften that process, А золотой цвет, он смягчает этот процесс. even while we're restoring the tissue. Особенно в том восстановлении тканей. Okay. How do you feel? Можете чувствовать, Я это
лучше, гораздо лучше. Good, good. It will keep, usually with an old injury, it takes a little while, but you will feel it the rest of today and tomorrow. Обычно, когда травмы, нарушения существуют уже долгое время, занимает какое-то время, пока они исцеляются, но вы будете чувствовать это. Good, good. Thank you. Thank you very much. I love working with the spiral, Я люблю работать со спиралями, for it also represents the DNA. потому что они также символизируют ДНК. We really have two forms of DNA. У нас есть два вида ДНК. One is physical Одна физическая ДНК. and made of the chemical genes. Она состоит из генов, имеющих химические Right строители. next to this physical DNA И прямо рядом с ней is an etheric находится эфирная DNA. эфирная ДНК. The physical DNA is programmed by the body, Физическая ДНК программируется телом, but also by our culture, а также нашей культурой, which is everywhere around us in a matrix. которая окружает нас повсюду подобно матрице. This human matrix or grid Эта человеческая матрица, как решетка, is dualistic in nature. она дуальна по своей природе. It contains all the opposites. Она состоит из противоположностей. Good, bad, Хорошее, плохое. victim, victor, Вы либо жертва, либо вы насильник, innocent, guilty. агрессор, либо вы невинны, либо вы виноваты. And as long as we're operating on that grid, И до тех пор, пока мы действуем в рамках этой решетки, we will always be in trouble. у нас всегда будут так или иначе проблемы. Our lives will go up and down. Наша жизнь будет развиваться скачками вверх и вниз. The etheric DNA Эфирная ДНК works on a different grid, работает с другой решеткой, which is spiritual in nature. имеющей духовную природу. And on here are concepts and energies, Здесь находятся наши концепции и энергии, such as faith, truth, hope, love. такие как вера, истина, надежда, любовь. They connect to us И они связаны с нами through our etheric DNA через наше эфирное ДНК, in ways that are unique to us. таким образом, который уникален именно для нас. Each of us is different. Каждый из нас разный. Each of us is a unique combination of spiritual energies. Каждый из нас является уникальной комбинацией духовных энергий. So one of the highest goals of healing Так что одна из высших целей целительства is to open up this etheric energy, в том, чтобы открыть эту эфирную энергию to translate that into the DNA. и транслировать ее в ДНК. And over time, С течением времени our physical bodies begin to shape and change наше физическое тело начинает to меняться reflect our spiritual nature. таким образом, что начинает отражать нашу духовную природу. Any questions on what I've covered so far? Есть ли вопросы по тому, о чем мы говорили до сих пор? Okay. What I'd like you to do, oh, yes. Когда человек говорит, например, по телефону, он может абстрактно рисовать абстрактные кружочки, квадратики, что-то. Означает ли это что-либо? When a person speaks on phone, he may just, with nothing, paint some circles, squares. Would it mean anything? Are they whole circles? Вы имеете в виду целые круги? Нет, ну, когда человек, скажем, он абстрагируется от постоянной работы ума, и это как бы независимо, да, вот все время что-то рисует. Кто-то рисует елочки, там палочки, It's квадратики. what's called abstract drawing, when you become aloof from reality and you start just drawing something. Somebody drawing anything, but some may draw such figures. Oh, I do that too. Я тоже это делаю. You're really reading the energy that's going on. Скорее всего, вы действительно при этом считываете энергию, с которой взаимодействуете. When we go into a trance state, Когда мы входим в состояние транса, we start to see the mathematical or geometric foundation мы начинаем видеть математические или геометрические of reality. принципы, лежащие в основе реальности. Several times I have participated Несколько раз я участвовала in ceremonies led by shamans and priests in в Peru. церемониях, которые в Перу проводили шаманы и жрецы. The one shaman only worked with symbols Один из шаманов работал чисто только с символами, of different colors. с различных цветов. And I remember him working with a woman who had appendicitis.
Я помню, он работал с женщиной, у которой был аппендицит. She couldn't get to the hospital. И не было возможности привезти ее в больницу. We were 3 hours by boat on the Amazon. Надо было 3 часа плыть на лодке по Амазонке. And he kept making circles over the appendix. А он просто рисовал круги вокруг аппендикса. The pain stopped. Боль остановилась. 3 days later, she got to the hospital and still had surgery. Через 3 дня ее доставили в госпиталь и сделали операцию. But he was able to hold it with the circles. Но ему удалось с помощью круга задержать, остановить процесс. There was one point where he was working on me. Однажды он поработал со мной. With a clockwise spiral right over my belly. Он работал с моим животом и рисовал спираль, вращающуюся по часовой стрелке. And I completely remembered being a soul. И я помню, как я почувствовал себя душой. Coming into my body in the womb. Почувствовал, как душа входит в мое тело, в лоно. And I remembered when in the womb. Я помню, что в этом лоне I could hear my parents talking. Я слышала, находясь в лоне, я слышала, как разговаривают мои родители. And I saw all their words. Я даже видела все их слова, come in through the uterus, through the womb, которые доносились до меня прямо as symbols. в лоне, и я воспринимала их как символы. And many were still stuck. The angry symbols were still stuck in my С body. тех пор многие из них в виде символов застряли в моем теле. And I spent 3 hours very sick. 3 часа я была очень больна. As all those symbols moved out of my body. Пока все эти символы выходили из моего тела. And I have not had much PMS, premenstrual syndrome, women's problems. No, not since then I have not had. А с тех пор у меня не было никаких проблем, в том числе с ПМС и так далее. Yeah, good. Any other question? Есть еще вопросы? Okay. I would like you to practice with each other. Сейчас я хочу, чтобы вы потренировались друг с другом. You may want a group of 3. Вероятно, вам лучше собраться в группе по 3 человека. It is helpful to be able to have 2 people looking at one person. Самое лучшее, как делать это упражнение, чтобы 2 человека рассматривали третьего. Look for the broken or misshapen symbols. Попробуйте найти в человеке символы неправильной формы либо разорванные фигуры. Just look for one. Достаточно найти одну. And then, if that person gives you permission, затем, если этот человек даст вам разрешение, just with intention, то с силой намерения, and your hands if it's okay, если необходимо, с помощью рук, concentrate on fixing that symbol. Сосредоточьтесь на том, чтобы исправить этот символ, скорректировать, придать ему правильную and see форму. what happens. И посмотрите, что будет происходить. You may see the symbols. Вы, может быть, увидите символы. Remember, you can ask the guides what they are. Помните, что вы также можете спрашивать наставников значения But it's okay also to just feel and get a sense of it. того, что вы видите. Но если вы просто будете чувствовать, что происходит, это тоже нормально. Any questions on the exercise? Есть ли вопросы по упражнению? You will each take a turn being healed. Упражнения сделайте по очереди друг с другом, чтобы каждый был в роли того, у кого есть символы. Okay. Стоя или сидишь? Do it sitting or standing. Either way, we're in a small room. Как хотите, видите, у нас помещение небольшое, поэтому как It получится. might be easier if at least some people stand and some sit. Кому-то, может быть, легче будет стоять, кому-то легче сидеть. I don't know if they can go into the hall or not. Карина, а в коридор нельзя выходить, да? Людям, выходить в коридор, чтобы там упражнения делать, нельзя? Если кто хочет, могут выйти в коридор. Either way, Глаза могут быть открыты, либо закрыты, как вам легче. She did better with her eyes. Yeah, we'll go into whatever you like. A little bit of you.
Пришло груз. Потому что пытаемся что-то делать. Мне показалось наоборот, что ну что-то. Я тоже не круто, а вот диск. Нет, а что нам? Они должны быть все символы в организме. Мне показалось, что какой-то один из них. Сейчас я спрошу. В смысле, Давайте вас. Сейчас вы видите, что ваша энергия сердца открылась, раздвинула от себя все эти груз. Чувствуете ли сейчас что она чувствует в сердце? Скорее вот здесь. Some cold here. Такое состояние. Я чуть вам подошел, такое легкое возбуждение. As soon as I came to you, I feel it as soon as Ну, теперь не еще. Probably the 32 chakras. We're going to go down that list. We'll start with demons. Do a little healing with that. I don't have that list together on there.
How did that work? Ну как у вас получалось? Any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Yes. В человеке сколько может быть символов? Каждый орган свой символ содержит. Или во всем один, как во всем организме? Сколько в человеке символов? Каждый орган содержит символ? Или нет? Или нет? How many symbols are in a person? Each organ contains symbol for it. Each organ contains a different symbol. It contains a different letter, a different number. Каждый орган может содержать свой символ, свою букву, свою цифру. So when I actually teach a class on symbols, Или число, когда я провожу специальный семинар по символам, which takes hours, что он может длиться несколько часов. I would teach 12 geometric shapes, Я обучаю 12 геометрическим формам, 12 different numbers, 12 различным числам, 12 different tones, 12 различным тонам, the different colors, различным цветам, and often a different letter, like a Sanskrit а letter. также различным буквам, вроде санскрита. Everything is mathematical. Все можно представить в математическом виде. And so symbols are one representation. Так что символ — это одно из таких представлений. In physics, a lot of reality В физике многая часть реальности is defined by spin, определяется by how fast either спином, то, что называется тем, как быстро a slow-moving particle or wave is going. либо скоростью движения медленных частиц. We usually call them quarks. Обычно их называют корки. Quarks. You ever heard it? Слышали, да? I can only write it in English. Я могу только по-английски написать. Quark. Кварки. Yes, these are the slow-moving subatomic particles. Это медленно движущиеся субатомарные частицы. And depending on their information В зависимости от их информации, or vibration, либо от их but вибраций, vibration is about spin, how it's moving. вибрация уже означает некое волновое движение или вращение. You create a geometric shape, И в зависимости от этих параметров образуется определенная геометрическая форма. and everything is held in that geometric shape. И все затем уже основывается на этой форме. So a chair, for К instance, примеру, стул might be similar to a rectangle, можно сравнить с прямоугольником. but when you're really looking at the rectangle Но если вы рассмотрите прямоугольник and spin, и сравните спин, you don't just look at it in the third dimension, то вы тогда увидите его не только в трехмерном you can see it in all the other dimensions as well. пространстве, и также увидите его в других измерениях. So a lot of healing И во многом целительство involves getting out of this fixation of the third dimension. связано с тем, чтобы выйти за эти рамки третьего и трехмерного Making changes in the etheric or the spiritual dimensions, пространства и произвести изменения в эфирном или в духовном then that измерении. changes what is in here. Тогда меняется то, что внутри. That's partly why we're going to work with these other realms. Частично именно в этом причина, почему мы собираемся поработать с другими мирами. Because there are beings that live outside of the third dimension, Потому что есть существа, живущие за пределами трехмерного мира. as do parts of us. Так же, как и некоторые части нас самих. We can change the spin out there И мы можем менять эти спины and change form. или скорость, и можем также менять с помощью этого форму. The other type of particle Другой вид частиц, that we're working with, с которыми мы работаем, which is the psychic particle. это частица психической энергии. This is the one that moves faster than the speed of light. Именно она движется быстрее скорости света. It's called a tachyon. Называется тахион. So these are the two particles we're really working with. Так что вот два вида частиц, с которыми мы плотно работаем. Any other questions with this? Есть ли еще вопросы по этому материалу? Yes. Вопрос такой. Когда девушка работала со мной, она увидела кинжал в шее. When a lady was working on me, she saw a knife That, yeah. Я попросила ее убрать, и in my она, neck.
И она, когда убрала, у нее в руке появилась боль. Когда вы работали со спиралью, I asked her to remove it, but as soon as she did, she felt pain in her hand. вот куда убирать вот эту вот When he энергию? was working with the leg of a lady, where we should remove this energy out. Okay, that's a good question. Это хороший вопрос. You felt, just so everybody can hear, she saw a knife in your neck, Она увидела кинжал у себя в шее. took it out and she felt pain in her У hand. нее увидели кинжал, и тот, кто вытащил этот кинжал, почувствовал боль в руке. The knife would be there because of a past life situation. Этот кинжал, скорее всего, связан с какой-то ситуацией прошлой жизни. When the soul cannot release or clear its trauma, Когда душа не способна отпустить или исцелить свою травму, it's programmed into this body. она остается и программируется в это тело. One sensitive person, Один чувствительный человек, when working on someone else, когда работал на другом, can feel the emotions and the physical pain когда работает с другим, он может почувствовать его эмоции, физическую боль, that was stuck in your body. которая застревает в теле человека. That's a first chakra kinesthetic. Это связано с первой чакрой, с кинестетическими So whoever was working on you has a very wide open first chakra. ощущениями. Поэтому, скорее всего, тот, кто с вами работал, у него хорошо работает первая чакра. And can feel what's in other people's bodies И он может чувствовать as if in their own. то, что в теле другого человека, как в своем собственном. When you're removing what we call negative or harmful energy, Когда вы убираете то, что мы называем негативную I или always ask the client's guides болезненную энергию, я всегда прошу наставников клиента, or my own guides либо моих собственных, to take it and use it. забрать это и использовать это. по It's назначению. not really negative energy. Как правило, это по сути не негативная энергия в абсолютном смысле. It's just energy with information and vibration Это просто энергия, обладающая своей информацией, своей вибрацией, that's harmful when it's in the wrong place. которая причиняет вред, когда находится в неправильном месте. Viruses, for instance, Там, где она не должна быть. К примеру, вирусы, don't want to be in your body. они не испытывают удовольствия от того, что находятся в вашем теле. They're at home other places. Они гораздо лучше себя чувствуют в других местах. So think about being in the body from the point of view of the virus. Поэтому подумайте о том, что пребывать в своем теле с точки зрения вируса. I'm a virus and I'm stuck on this К planet. примеру, я вирус, застрял на этой планете, I'd rather be on my own planet. но лучше бы мне быть где-то на своей планете. I'm in his water. А вместо этого я где-то в воде. He drinks me, Кто-то меня пьет. and now he's attacking me. Теперь он, так сказать, я стал его врагом. He's at war with me. Он начинает со мной воевать. So what am I going to do? Что же мне делать? I'm going to steal some of his DNA. Ну, я постараюсь украсть какой-то его ДНК I'm going to make more of myself. и размножиться, So I have an army. чтобы у меня была целая армия, So he can't kill me off. так, чтобы он не смог меня убить. Right? Понимаете? That's really what viruses are. По сути, именно так поступают вирусы. So when we cannot judge Когда мы не можем судить, negative energy не стоит судить негативную энергию or a germ или разные or even the knife that's stuck in us, микробы или даже кинжал, который застрял в нас. we can easily remove it, Когда мы освобождаемся от этих осуждений, hand it to guides тогда мы можем легко удалять это, устранять, и вручать это наставникам, that will take it to a place where it's useful. которые затем доставят его туда, где оно будет использовано по назначению. One of the reasons I concentrate on working with other beings Одна из причин, почему я сосредотачиваюсь на работе с другими существами, is it's easier for them to do things than us. потому что им бывает гораздо легче что-то делать, чем нам. We can do it. Мы тоже могли бы это сделать. We can take out a knife Мы можем взять нож, from a past life, кинжал из прошлой жизни, journey back through time, путешествовать обратно во времени, like you did last night, как вы делали это вчера вечером, hand it back to the enemy, вернуть его нашему врагу, которого в нас засадил, and say, please don't use this on me. и сказать ему: слушай, может, лучше не будешь использовать его, But пожалуйста. it's long to Не do it надо that way. это делать, но это займет гораздо дольше времени.
Any other questions? Есть еще вопросы? Yes. А если ничего не видишь? What if I don't see nothing? Я не вижу ничего. I don't Вот see я nothing. человек, у меня, может быть, возникают какие-то ощущения, скорее мысленные. Но вижу, ничего не вижу. I see, I look at the person, I see some feelings, maybe mental figures, but don't see anything. Yeah, so you're still working more with kinesthetic, Я думаю, вы по-прежнему with больше работаете с кинестетически, the sensing rather than the clairvoyance. с чувствами и ощущениями больше, чем с ясновидением. For those of you who are still having a hard time working with the third eye, Те, кому еще до сих пор трудно работать с третьим глазом, work through your heart for a while. какое-то время поработайте с сердцем. Imagine that you're bringing the energy Представьте, что вы призываете энергию of the third eye третьего глаза, down to the heart, опускайте ее в сердце, and that you have an eye in here, и что у вас глаз находится в области сердца, and you're looking through it. и вы смотрите через него. You will still mainly get senses and Вы feelings, по-прежнему в основном будете получать чувства, ощущения. but after a while it will be like you are dreaming at night. Но через какое-то время это будет похоже, как будто вы When we видите сон. dream, И когда мы спим, видим сон, we leave the body usually through the heart. обычно мы оставляем тело через сердце. And most of us have some sort of visions У большинства из нас приходят свои видения when we're dreaming. во сне. So you're therefore going to use that dreaming sight Поэтому в таком случае можно использовать вот это зрение, как бы, and start training your body to do that. подобное тому, как во сне, и таким образом тренировать, обучать свое тело. So practice with it and we'll see how that goes for you. Поработайте с этим, попрактикуйте и посмотрите, как будет получаться. We're going to begin working with the world of nature. Сейчас мы начнем работать с миром природы. This is typically accessed Обычно к нему обращаются through the 10th chakra, which is underneath the feet. через 10-ю чакру под стопами. Some people are born Некоторые люди рождаются being able to hear, listen to, and connect with со nature. способностью слышать, воспринимать и быть в контакте с природой. Because we have bodies Так как у нас есть тела, and our cells are made out of nature, наши клетки состоят из энергии природы. all of us can connect with these different beings. Все мы способны вступать в контакт с этими разными существами. We are briefly going to talk about Мы вкратце поговорим the elements об элементах, and the elemental beings or deities, а также о сущностях элементов или о их божествах, the devas, о девах, different kinds of beings from the fairy realm, о различных видах существ из мира фей, which also includes different kinds of creatures. которые также включают различных существ And we're also going to talk about how to connect в форме животных. Мы также поговорим о том, как связываться with the living spirits с живыми духами of plants растений and animal и life. животных. All right. We'll begin with elements. Начнем с элементов, There, с элементалей. okay. There are many types of elements. Есть много видов элементалей. We're going to work with the basic four, Мы поработаем с основными 4. which is fire, Все-таки, я думаю, это элементы. water, Огонь, вода, air, воздух and earth. и земля. Your body is essentially made out of these four elements. Наше тело в основном состоит из этих 4 элементов. There are 6 others, Существует еще 6 других. but if you can learn about these four, Но если вы освоите хотя бы эти 4, you can attract what you want in your life, вы сможете притягивать в свою жизнь то, что хотите, and you can do healing work on your body. и сможете исцелять собственное тело. Every element Каждый элемент is accompanied сопровождается by their own sets of elemental beings. своим собственным набором или видом существ, связанных с элементами. So there are fire spirits, К примеру, есть духи огня, water spirits, есть духи воды, air spirits, есть духи воздуха and earth и spirits. духи земли. When I'm, for instance, doing physical healing work on К somebody, примеру, когда я занимаюсь физическим исцелением кого-то, I often ask the spirits of these я elements часто прошу духов этих элементов to do the work for me.
чтобы они сделали то, что должно быть сделано. They know more than I do. Потому что они знают больше меня, как это делать. Any of these elements can be helpful Любые из этих элементов могут быть полезными, здоровыми, or harmful. могут помогать, либо причинять вред. Let's pretend you have a cut and an infection. Допустим, у вас какой-то порез и инфекция. Your body sends fire Ваше тело направляет туда энергию огня, to burn out the germs. чтобы сжечь микробы. But that's also what causes the inflammation Но та же самая энергия огня приводит к воспалению and the pain. и к боли. The body sends fluids or water Тело направляет туда жидкость или воду, to cleanse and wash out the germs. чтобы удалить эти микробы, очистить рану. But that's also what causes the swelling. Но это также приводит к загноению. The body tries to protect the wound Тело пытается защитить рану from the air от воздуха by clotting and closing up. тем, чтобы изолировать рану, закрыть ее. But the wound needs to breathe Но рана нуждается также в том, чтобы дышать, to get rid of the pus and the infection. чтобы освобождаться от инфекции. The tissues themselves Сами ткани are made out of earth. состоят из энергии Земли, The body needs to rebuild with that. и телу необходимо восстанавливать ткани. But if we get too much earth in one spot in the body, Но если в теле в каком-то месте слишком много энергии Земли, we get cysts. Cysts are tumors возникают опухоли, and Или шишки, potentially наросты. cancer. И даже может появиться рак. I like to ask the different beings Я могу просить различные существа, to help move these energies around, попросить их как бы, двигать эти энергии, to facilitate healing. обеспечить необходимой энергией, чтобы создать условия для исцеления. Can I show on somebody who perhaps has a physical Я бы issue? сейчас хотела продемонстрировать на ком-то, у кого есть какие-то Yes, come on. физические Okay. Could you explain? Расскажите, пожалуйста. Ну, у меня физически желудка. I have physical issues with my stomach. Постоянные боли и Constant как уплотнение. Pains, and I feel tension there. It's dense. Because she's telling me that there's a lot of denseness in there, Так как она мне рассказывает, что чувствует там уплотнение, I think we have two things going on. думаю, там происходят две вещи. Just working with these four elements. Если просто работать с этими четырьмя элементами, Too much earth, something is stuck. слишком много энергии Земли, что-то застряло, The body's sending fire, тело посылает туда энергию огня, which is causing inflammation. которая вызывает воспаление. All right. So there's many other elements Есть также множество других элементов, we can draw from. которые можно использовать. There's wood, Дерево, stone, камень, metal, металл, ether, эфир. which has to do with spiritual energies, Эфир связан с духовными энергиями. light, Свет and star. и звезды. Now, I'm only covering these И я рассказываю о них, because I know that to bring a body into balance, потому что я знаю, что чтобы вернуть тело в равновесие, we use wood. мы используем энергию дерева. I, however, just could have put my hands on her, Однако я могла бы просто прикоснуться к ней руками, connected with the elementals in her body, соединиться с элементами в ее and теле had them help fix the situation. и попросить, чтобы они изменили, исправили ситуацию. So I'm going to take just a moment Поэтому я собираюсь to work with this. потратить некоторое время, чтобы поработать с этим. We are then going to do a group meditation. Затем мы проведем медитацию в группе, So I can have you meet some of the elementals, так что вы встретитесь с определенными and then we'll take a short break. элементами или духами, и затем мы сделаем короткий перерыв. Yeah, it's all over. I can't touch it all. It's too big an area for me to touch all of it. Я даже не могу охватить все области руками, слишком So большая область. There again is why I like to work with different kind of helpers, Именно поэтому мне опять же нравится работать, использовать помощь помощников, because I'm limited. потому что я сама ограничена. All right.
Now I'm first getting a picture of the fire elementals. В первую очередь я вижу картинки элементов огня. To me, they look like little happy sparks. То есть их духи, видимо, они называются элементали, они выглядят как маленькие искры. And they're first telling what I would call the metal beings. Metal? They're talking to the metal beings. И сначала я вижу, как они общаются, разговаривают с существами металла. And telling them that there's too many in here. И пытаются им сказать, что их там слишком много. And they're sending them away. Пытаются их послать оттуда. So I would say that on a physical basis, Я бы сказал, что на физическом плане you have some what's called heavy metal toxicity. у вас токсикация тяжелыми металлами, Metals in the body, которые скопились в теле, probably acquired during childhood. скорее всего, с детства. And that's going to affect her enzymes. Это, в свою очередь, влияет на энзимы Keep her from fully digesting the food. и не позволяет как следует перевариваться пище. And because of that, she probably has what's called candida, Скорее всего, из-за этого у нее то, что называется кандида. which is a yeast infection. Это такой восточный вид инфекции. So I'm concentrating for a minute on the liver. Какое-то время я сосредоточусь на печени. And I'm not really doing anything. Я, по сути, ничего не делаю. I'm asking the helpers to do it. Я прошу помощников это сделать. Это инфекция грибов. Извините, Они инфекция невосточные. грибов. Oh, okay. I wouldn't know. Anybody could say anything to me and I wouldn't know what it was. Okay, would you ask how much she's feeling? Как вы чувствуете себя? Я чувствую и спереди, и сзади как холод, но такое приятное, как охлаждение. I feel cold in front and in back, but it's a pleasant cold, as if some cooling when it's too hot. Remember I had the fire beings helping? Помните, я сказала, что она помогает сущности огня. They took the metal and burned it out. Они забрали этот металл, сожгли его. So now that inflammation doesn't need to be there. Так что теперь там нет необходимости воспаления в энергии огня. So now we're going to add the wood, Сейчас мы собираемся добавить энергию дерева, which brings balance которая приносит равновесие into the stomach в области живота and restore her digestive enzymes. и восстанавливает баланс этих энзимов. It's making my stomach rumble. Я даже чувствую ощущение в собственном животе. Okay, ask her how she's doing. Что вы чувствуете сейчас? Когда я вышла, у меня было еще уплотнение, и оно присутствовало, когда вот так, слева, справа клали руку, а вот когда непосредственно на него положили, оно прошло. You put your hands exactly on that tension area, it was removed. Yeah. Now the body's healing. Сейчас тело исцеляется. Now, because none of us have unlimited time, И так как ни у кого из нас нет бесконечного времени, I'm just going to ask that the elementals in her body ограниченного времени, я прошу просто, чтобы элементы тела keep going with the healing. продолжали процесс исцеления. They'll probably start working on the intestines Скорее всего, они перейдут к работе с кишечником, because they'll need to get rid of the candida. потому что ей надо избавиться от вот этих грибков. And so she can help by drinking a lot of water, И она может помочь этому процессу тем, что будет пить побольше воды, a little bit of lemon juice, немного лимонного сока, and maybe some extra zinc and B vitamins. Zinc. может быть добавки витамины В и цинк. Zinc? Yeah. Because if the body releases the candida too fast, Потому что если тело слишком быстро избавится от этих грибков or the heavy metals too quickly, или от тяжелых металлов, she'll get diarrhea.
то будет расстройство кишечника. That's another reason I like working with the elemental beings. Это другая причина, почему мне нравится работать с сущностями элементов. They can take this out of her body, Они могут убрать все, что нужно из ее тела. so she doesn't have to get sick while Так, she's getting well. здоровым образом, так что и не надо будет испытывать другие расстройства. Very good. Очень хорошо. You okay? Как вы в порядке? Good. Thank you. Thank you. So would you like to meet some elemental beings? Итак, есть ли у вас желание встретиться с сущностями элементов? All right, get comfortable. Сядьте, пожалуйста, поудобнее. You can keep your eyes open or close them. Глаза можно держать открытыми или закрытыми. Take a few deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов. And I want you to trust your body's knowledge. Вот сейчас я хочу, чтобы вы доверяли знанию своего тела. Bring your focus or consciousness Сосредоточьте фокус внимания, сознания to whatever part of your body wants attention. на любой части своего тела, которая хочет вашего внимания. And simply breathe into that site. И просто дышите этим местом. Your intuitive abilities will open, Ваши интуитивные способности откроются, which include your abilities to sense or know, что включает ваши способности ощущать, чувствовать, знать, to hear guidance, слышать наставления, or to see images. либо видеть образы. And I want you to get a sense of what is happening with the elements Я хочу, чтобы вы ощутили, почувствовали, что происходит с элементами in this part of your body. в этой части вашего тела. First, I'm going to have you search for fire beings. Сначала я хочу, чтобы вы заметили там существа огня. And just ask them to show themselves to you. Просто попросите их показать себя вам. Again, you could hear, Опять же, вы можете услышать, sense, почувствовать, or see them. либо увидеть их. What are they like to you? Какими они предстают перед вами. And what do they want to tell or show you? И что они хотят показать или сказать вам. Next, I want you to ask the water beings Дальше я хочу, чтобы вы попросили существа воды to introduce themselves to you. предстать перед вами. Feel, sense, or hear them. Почувствуйте, услышьте или увидите их. And what are they doing in this part of your body? И спросите, узнайте, что они делают в этой части вашего тела. What do they want to reveal to you? Что они хотят открыть вам. Even in the body, there is air, Даже в теле присутствует воздух. and there are air beings. И там есть существа воздуха. Ask to be able to sense and introduce yourself to them. Попросите о способности представить себя им и их вам. And what have they been doing in this part of the body? Спросите, узнайте, что они делают в этой части вашего тела. And finally, get a sense of the earth elementals. И, наконец, заметьте там элементы Земли. How have they been interacting in this area? Каким образом они взаимодействуют с этой областью вашего тела. Now ask these 4 beings Спросите все 4 вида этих существ. to interact with each other Попросите их взаимодействовать друг с другом, and to do what needs to be done так, чтобы сделать то, что должно быть сделано. to bring this part of your body Чтобы эта часть вашего тела into health and balance. пришла в здоровое и уравновешенное состояние. Just accept and experience the changes. Просто принимайте, воспринимайте и ощущайте изменения. Ask them to invite Попросите их пригласить
any other type of being into this space, любые другие виды существ, элементов if they and their elements would be helpful. в эту область, если они или их элементы будут полезны. Да. And if you want, Если хотите, you can ask these elemental beings можете попросить сущность этих элементов to restore balance восстановить равновесие to any other part of your body. в любых других частях вашего тела. To do so gently И попросите их сделать это мягко and easily. и легко. Now take a few more breaths Сделайте еще несколько глубоких вдохов. and know that your body will continue to transform and change И знайте, что ваше тело будет продолжать without you having to focus on it. меняться, трансформироваться без вашего осознания, And open your eyes when you're ready. без необходимости вашего сосредоточения на этом процессе. Когда будете готовы, можете открывать глаза. We'll take a 10-minute break. Сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут. We'll come back and finish the nature world Вернемся и закончим рассмотрение and then мира take a lunch break. природы и затем сделаем перерыв на обед. Поработать. Any questions on the elements and what you saw or felt in your bodies? Есть ли вопросы по элементам природы, по тому, что вы чувствовали или видели в своем теле? Besides the elements, there are many, many, many beings of nature. Кроме элементов существует еще очень-очень много других существ природы. I frequently like to work with the devas. Мне часто нравится работать с девами. These are spirits that are in relationship Это те духи, которые в взаимоотношениях with almost every concrete object or reality. практически со всеми конкретными Their, объектами или элементами реальности. their job is to tend to that object, to take care of that object. И по сути их как бы функция, что ли, их задача как раз в том, чтобы как бы заботиться, управлять определенным объектом или элементом реальности. But also manage that object's relationship, say, with people. Но также они управляют взаимосвязями этих объектов с людьми, So there are money devas взаимодействием. Так что есть, например, девы денег. that I encourage people to work with if they have financial problems. Я вдохновляю людей обращаться к ним, если у них проблемы с финансами. There are chair devas. Есть дева стульев. There are sunlight devas. Есть девы солнечного света. They weave energy. Они как бы плетут энергию. When I see them in my mind's eyes, Когда я вижу их внутренним зрением, I see long, thin beings of light. я вижу длинные, тонкие лучи света, It's as if they have wings, как если бы у них были крылья. and they bring energies together. И они сплетают энергию вместе. Much like bees do, for instance. Очень похоже, как это делают пчелы. There have been science studies on the dance of the bees, Ученые изучали танец пчелы. and that the bees' dance mirror what's going on with the solstice and equinox. The bees' dance changes as the sun changes. И танец пчелы, он меняется в соответствии с положением солнца на небосклоне. And I think bees think they are making the sun change. И я даже думаю, что, вероятно, они влияют на движение солнца. I like to describe the power of devas Мне нравится рассказывать о могуществе девов, by talking about the story of Findhorn. рассказывая историю Финдхорна. How many of you have heard of Findhorn, a healing center in Scotland? Кто слышал о центре Финдхорна, целительском центре в Шотландии? Well, a small group of people received a vision Маленькая группа людей, к ним пришло видение, that they were supposed to start a healing center что им нужно организовать, основать целительский центр in Scotland в Шотландии, in the middle of nowhere. где вообще ничего не было. They had no money. У них не было даже денег. So they went to this place. Так что они отправились в это место. They couldn't buy the land.
И даже не могли там купить землю, They had no money. потому что у них не было денег. So the farmer gave them the land. И фермер просто дал им эту землю. They were then told they were supposed to start building. Затем они получили информацию, что им надо начать строить. But with no money, Но у них не было денег. they couldn't make anything happen. Как они могли что-то They построить? couldn't even afford a shovel. Они даже не могли купить себе лопату. So they asked the shovel deva to help them. Поэтому они обратились к Деву, богу лопаток, чтобы он And they помог. looked down, Посмотрели вниз, and a shovel had materialized и материализовалась лопата. right at their feet. Прямо у них перед ногами. Под ногами. So if you need a shovel, Так что если вам понадобится лопатка, ask the deva. попросите Деву. Fairies Феи are a whole group of beings. — это целая группа, целая категория разных видов существ. The Celts and the Druids К примеру, кельты и друиды of a long time ago много веков назад, believed that there were 3 countries or lands. в их представлении было 3 страны, There was the underworld, 3 мира. Нижний мир. and the fairies ran the underworld, Там управляют существа категории феи. as did the elements and the elementals. Также элементы и элементали. There was the middle world, Есть средний мир, which humans ran, в котором в основном обитают люди, человекоподобные. and there was the overworld, И есть верхний мир, with the higher spirits. где управляет всем высший дух. In running the underworld, В нижнем мире, the fairies got quite tired управляя им, феи довольно устают. of human beings. Они устали от присутствия человека, проникновения человека в этот мир. Fairies do not like metal, Им не нравятся металлы, anything man-made, им вообще не нравится все, что изготавливают люди. such as arms or plastics, Все это пластмасса и так далее. or pollution. Все, что загрязняет землю. For quite a long time, И длительное время it is said that humans dwelled говорилось, что люди in relationship with the fairies, могли контактировать с миром фей, but that becoming tired of us, но они устали от нас, the fairies went into a different realm or dimension. утомились и переместились от нас в другое измерение. They still exist, however. Однако они до сих пор существуют. They often show up for children, Часто они приходят к детям, people very pure of heart, к людям, у которых очень чистое сердце, and people who want to connect with nature. к тем, кто хочет, кому нравится вступать в контакт, общаться с природой. There is a retreat center Есть один целительский центр, in an American state центр отдыха в Америке. where people can see the fairies. Такое место, где люди могут общаться с феями. There are also many fairies Также есть много фей in certain nature spots в определенных уголках природы around the world. по всему миру. There are many kinds of fairies. Есть много видов существ из категории фей. There are the beings that we actually call the fairies. Это, во-первых, те, кого мы непосредственно называем феями. What do you mean by self-heal? Are they in this group? Self-heal. Сильфиды. Она рассказывала, да? Я спрашиваю. A sylph? Self-heal. A sylph? I know what a sylph is. Она знает сильфа. Сильфиды. In Russian. Сильфа знает. No, I don't know how it А сильфидов translates. не Maybe we don't know how to translate. Yeah, it's a translation. по-другому. Yeah, there are many types, and they're different in different countries often as Есть well. много различных таких существ, и в разных странах они могут быть известны под разными именами. And you're probably talking about one of this group of fairies Скорее всего, они принадлежат также к категории фей that are local. местных. But there's fairies of water, Есть также феи воды, certain plants, определенных растений, different kind of reptiles, различных рептилий, butterflies. бабочек. Their job is to take care of some living form Их задача в том, чтобы заботиться о какой-либо живой форме, and to keep it alive. форме жизни и поддерживать в ней жизнь. There are also gnomes, Есть также гномы, which are beings that are more related to elements like
rocks and stones. Они больше связаны с камнями, со скалами. Somebody would contact a gnome, for instance, С горами. Кто-то может вступить в контакты с гномом, if they want to gain knowledge or history. когда хочет узнать, получить какое-то знание или узнать историю. Stones are the bones of the earth. Камни считаются костями, скелетом Земли. They contain and remember all knowledge. Они содержат в себе все знания. For practicals, like a practical example, В качестве практического примера would be if somebody has a bone disease можно привести такой пример. Если у кого-то заболевание костей, or a broken bone, либо сломанная кость, I would work with stone я бы работала с камнями, beings, с существами камней, с or энергией gnomes. камней или с гномами. Any in the fairy Любые существа из категории фей, want to fix things. им нравится что-то исправлять. There are dwarves, Есть также карлики. and here I like to tell the story of the first time Здесь я хочу рассказать историю that I met a dwarf, э, that I met one. первого, как я впервые встретилась с гномом, I was in Central с America, карликом. Я была тогда в Центральной Америке, in a country called Belize. в стране Белиз. My friend Kathy was with me. Моя подруга Катя тоже была с I нами. was leading a group of people in the jungle. Я тогда была гидом группы людей в джунглях. And we came to a sculpture center, an art center. В джунглях. Мы зашли в центр, где продавали скульптуры. 5 sisters, or 4 or 5 sisters, 4 или 5 сестер, named the Garcia sisters, которых называли сестры Гарсия, lived there. жили там. And they made beautiful statues. И изготавливали прекрасные, чудесные скульптуры. My guide told me to buy Мой наставник сказал мне, что я должна купить this short, ugly rock такой короткий, уродливо выглядящий камень, that had nothing artistic который вообще не похож был на of произведение any sort. искусства, ни на какое. And I held it Я держала его and said, why should I buy this? и начал удивляться, а почему я должна его покупать? They said, just buy it. А наставники сказали мне, просто купи. So they wrapped it in lots of newspaper, Мне завернули его как следует в газеты, в много газет. thinking I cared about bringing it home. Наверное, беспокоились, что он в сохранности доехал ко мне до дома. And when I was in the bus, Думали, что я повезу его домой. И когда уже в автобусе, the whole package began to heat up весь пакет начал разогреваться, as if it was on fire, как будто там был огонь внутри. right? I passed it around the bus Я начала передавать его людям в автобусе. and everybody felt the heat. И каждый чувствовал это тепло, жар. And I finally asked the rock Наконец я спросила у камня, what it was. что это такое. And it said it was a dwarf Он сказал, что это карлик, and that it would grant wishes. и что он исполняет желания. That's what dwarfs say they do. По крайней мере, так карлики говорят, So everyone in the bus что они это делают. Так began что to make wishes. все в автобусе начали загадывать желания. And they all came true, И все они исполнились. but not in the way you would think. Но не так, как ожидали. They were very tricky. Так что они очень хитрые. So the moral of the story Мораль этой истории is when you work with dwarves, такова, что если вы общаетесь с карликами, don't believe them. не стоит им особенно верить и доверять. They're like children. Они как дети. When you ask them if they have cleaned their room, Если вы спросите их, убрались ли они в комнате, they say они yes. скажут, да, убрались. They put everything under the bed. Потому что все засунули под кровать. There are also elves. Есть также эльфы. Elves are really about 4 to 5 feet tall. Они где-то такой высоты, с метр. They do not like to be seen by human beings. Даже меньше. И они не любят, чтобы их видели люди. Because if you see them, Потому что если вы их увидите, they also have to do им также придется what you tell them to do. исполнять то, что вы скажете. Now, I wouldn't trust an elf Я бы лично не доверяла any more than I would trust a dwarf. так же, как карликам. It is said that they will lead you to money, Обычно считается, что они могут привести вас к деньгам. but they will not tell you how they will get you there. Но они не скажут вам, как именно туда идти. They may tell you that the money is over there Они могут сказать вам, что деньги там, and fail to point out
но не укажет, that there's a cliff. При этом не скажет вам, что на пути там обрыв, You cannot see который вы не видите, to get there. чтобы попасть туда. We have elves in my house. У меня дома есть эльфы. I started to notice that everything in the house Я начал замечать, что все в доме, was being moved around. вещи постоянно перемещаются куда-то. Now I have 2 sons, У меня 2 сына, 2 dogs, 2 собаки and 2 turtles. И 2 черепахи. One of the turtles Одна из черепах believes that she runs the house. верит, что она хозяйка дома. I think she invited the elves in Скорее всего, именно она пригласила туда эльфов. everything was getting lost. Потому что все постоянно вещи теряются. And that is one game elves will play. Это одна из игр, в которые любят играть. I was once in another country, Однажды я уехала в другую страну. and something in my bag, my house keys actually, И на самом деле мои ключи от дома disappeared. исчезли из чемодана. They were gone. Исчезли, я не могла их But I найти. knew they were there. Но я точно знала, что они должны быть там. I went home. Я вернулась домой. I hide a key under my mat. Обычно я прячу ключи под ковриком. So myself, I can get in, Так что, если надо, я могу войти as can all the thieves. в свой дом. But I went through the pack. Так же, как и различные воры. Но я No keys. зашла, и нету ключей. A day later, Через день I picked up the pack, я взяла jangled it, вот этот пакет, свои вещи, and there were the keys. с которыми ездила, вытряхнула, и там оказались That's ключи. what elves do. Это то, что делают эльфы. So I was telling my youngest son, Gabriel, Я сказала своему младшему сыну, Габриэлю, that we had elves. что у нас эльфы. And he said, Mommy, can you hear them? А он говорит: мама, а ты можешь их слышать? And I said, a little bit. Я говорю: немножко. And I listened, I could hear some chatter. Я услышала, что слышу какой-то разговор, And he said, Mommy, I can't hear them. голос. Он говорит: мама, а я их не могу слышать. And he came up with a solution. И он придумал решение. He had me lie on the bed. Он попросил меня лечь на кровать, He laid next to me. а сам лег рядом со He мной. put his ear next to mine. А свое ухо прислонил к моему. And then he could hear the elves. И таким образом ему удалось тоже услышать это. So now he tells me Сейчас он мне рассказывает. when the elves are going to take something. Он уже знает, когда эльфы собираются что-то, какую-то вещь забрать, и предупреждает меня. I'm trying to teach him Я стараюсь научить его, to tell them советую ему, чтобы он сказал им, to stop that. попросил их перестать это делать. Even though I live И даже хотя я живу in America, в Америке, where no one believes in these things, где, как правило, никто в это не верит, and I live in the suburbs, и живу за городом, these beings still exist. тем не менее, на окраине города, тем не менее, существа там есть. Have any of you ever felt like you had seen Кто-то из вас был опыт, как будто or вы видели experienced any of или these чувствовали beings? какие-то такие существа? Я хочу сказать, что я лично не видела, но моя знакомая, она рассказала такую же историю, которую вы сейчас рассказали про карму. Причем практически один в один. Она нашла камень в форме маленького черепа, который жутко нагревал то, в чем она его несла, и действительно он исполнял желания, причем она об этом сначала не догадывалась. Но параллельно случались неприятные вещи, даже вот довольно-таки грустные. То есть он исполнял желания, в то же время делал очень неприятные вещи. She didn't see them personally, but she knows a story from a friend who, which was exactly the same as you told. She found some stone which was skull shaped. It was hitting its container and was fulfilling desires, but at the same time some sad things would happen. So it's, in exchange of fulfilling desire, something sad was happening. Exactly. They're very tricky. Я же сказала, они очень хитрые и непростые существа. One time, my dog, one of my 2 dogs, the one that's not blind or deaf, Одна из моих собак, которая не глухая, не слепая, was chasing its tail for hours однажды гонялась за своим хвостом несколько часов. for no reason. Просто без причины. And there was an elf on there. А у нее на хвосте сидел эльф.
my son told me, Как мне рассказал. just bothering the dog. Он просто хотел собачке беспокойство доставить. They have their own idea of fun. Так что они по-своему веселятся. Is there another story? Есть ли еще у кого-то история? У меня был случай, когда я с вечера клала серьги на полочку, а с утра я их не нашла. Мы даже переехали из этой квартиры, мы так их и не нашли. Вот эльфы, бывает, что эльфы не возвращают вещи. She couldn't find the morning. They just disappeared and never she found them again. So they just moved from that flat. Is it possible they take things and never return back? Oh yes, they like shiny things. Да, им нравятся вот всякие блестящие В той украшения. квартире у нас были вещи, пропадали бесследно, ни дети, никто не мог объяснить. Мелкие вещи исчезали. In that flat always Один some раз small пропали самые крупные вещи, пропали часы. Вот things такого would размера. disappear and nobody could find them. And the biggest thing disappeared was watches. They love shiny things in jewelry Им очень нравятся блестящие различные or украшения. buttons. They like buttons. Вот пуговицы тоже нравятся. And they bring them to their dimension. Они их забирают в свое измерение. Many people say if you have fairies or elves, Многие люди говорят, что если у вас есть эльфы или феи, the best way to make sure то самое лучшее, that you're safe как обеспечить свою безопасность, is to leave offerings. это давать им какие-то подношения, оставлять. So it's different offerings in different cultures. В различных культурах приняты разные подношения. In the Native American communities, К примеру, вот в сообществах коренных народов Америки they might leave some tobacco они оставляют табак, or pieces of cloth with prayers on them. кусочки ткани с молитвами на них. I have a friend who leaves Tabasco or soy sauce. Один мой друг живет в одном... Tabasco or soy sauce. Оставляет соевый соус. You can leave cookies Можно оставлять печенье, or milk молоко. or just give them some buttons. Или просто дать им какие-то пуговицы. Yes. У меня есть двоюродная сестра, я живу за городом, в Московской области. И у нас очень красивый лес, карьер, где много камней. И однажды мы часто ходим в лес гулять, когда вместе. Я беру всегда табак, хлеб для духов и кормлю их всегда. I have a cousin, we often go to forest with her and I bring with me bread. Хлеб и что есть? Хлеб и табак. Bread and tobacco. Однажды мы пришли в карьер было небольшое озеро, Once образовалось. they came to some lake. И мы покормили духов, и было такое ощущение, что там к нам, ну, в общем-то, такое недоверие, даже агрессия к нам была направлена. Мы покормили этих духов. They felt as if some aggression is directed towards them and they made this offering and it was softened. Yes, Потом, yes. да, потом мы начали копаться в камнях, которые там были, и сестра нашла камень, похожий на голову дельфина с дырочкой. Когда я увидела, я сказала духам, что я тоже хочу найти какой-нибудь талисман. Then they И начала started копаться в to камешке. search for some stones there and they found a stone which had a form of a